Здрасте. Мужчина. Так. Я вас ждала 15 минут стояла. Я время распланировала идеально. Что происходит вообще? Вы посмотрите, как я легко одета. Ну да, ну так нет, так подождите, так Я смотрю по приложению, вы просто плететесь, а не едете. Так там пробки. Я понимаю, что пробки, я Репетиция опаздываю. парада, там пробки, понимаете? Я все понимаю прекрасно. И светофоры, я же не могу. Ну я больная вся, вы слышите мой голос просто, я болею. Я вызвала такси специально, чтобы быстренько доехать до моего мероприятия. Вам просто, потеплее надо было одеться. Да, давайте вы мне не будете указывать, во что мне и как одеваться. Все. И так просто настроения нету, действительно. Вы пристегнетесь? Пристегнусь. Беспредел. Друзья мои, напоминаю, что у нас открыта вакансия в таксопарке Такси Хайп. Очень много водителей доверились нам, работают у нас на самых выгодных и шикарных условиях. И сейчас как раз то время, когда можно очень неплохо заработать. Ссылочка на WhatsApp будет, как всегда, в описании. Приходи. Вы просто сейчас послушайте меня, пожалуйста. Вы выдохните, ладно? Вы простите меня, если я действительно долго ехал, но вина реально не моя. Я ее не очень хочу на себя брать. Ну, пожалуйста, вы успокойтесь, мы доедем быстро, комфортно, и вам на самом деле не идет быть... Вам не идет злиться, потому что вы красивая, и вам лучше не болеть, это точно, но и оставаться красивой и не злиться. Поэтому, пожалуйста, все будет хорошо. И еще раз от собственного лица, от лица компании, простите, что долгая подача была, хорошо? Да, вы мне тоже извините. Не сердитесь. Вам действительно не идет. Тяжело сейчас что-то мне. Ну, все. Одна накладка на другую. А что случилось, если меня не брать в расчет? Что-то серьезное? Ну, жить вы будете? жить буду, Слава да, Богу. но переезжаю в Европу. Так. Там папа мой. Так. И предложили мне там учиться за границей в Париже. Так, радоваться надо вообще. Так я рада, да, но вот у меня тут молодой человек, он отказался со мной ехать. Да, такая ситуация. Встречаемся мы уже 3 года. Все равно привыкли друг к другу. Он вчера сказал нет. То есть не хочет, как жена декабриста, поехать? Не хочет, у него тут тоже работа. А вы чем занимаетесь, если не секрет? Я дизайнер. Ага. Хочу свою фирму открыть, раскрутиться в этом. Мне очень нравится, слежу за модой. Вы извините, что я спрашиваю, а молодой человек? Молодой человек, он технолог по производству пельменей, вареников. Полуфабрикаты, да? Полуфабрикаты, да. Так подождите, а как вы... у вас такая творческая, креативная профессия, а у него не творческая, креативная профессия. Как так получилось, что вы вместе? Да, такие разные люди. Но, знаете, как говорят, противоположности, они сближаются. Притягиваются. Сближаются, да. Ну, просто видите, как-то... Я не просто так, интересуюсь, просто хочу вам сказать... Я верю в то, что существуют определенные, так скажем, какие-то посылы Вселенной, и, возможно, это вот сейчас произошел тот самый посыл, который... Короче, вам не надо расстраиваться. Ну, вот смотрите, я вам пример приведу, да. Вот вы в Париже, да. Вот у вас такая креативная профессия, явно она будет востребована. Ну, мне почему-то так кажется. Плюс вы сама очень симпатичная и красивая девушка. И у вас такие прям модельные внешности, что вы не останетесь без кусочка хлебушка. И вот у вас идет, я представляю, тусовка, все с бокалом шампанского, о креативном разговаривают, об искусстве, о высоком, и рядом с вами ваш технолог по лепке колбасы. Ну, то есть какая-то такая. Поэтому, знаете, был такой фильм «Все будет хорошо». Так там главный герой, там у кого-то сперли плащ, и он все переживал. И он говорит, знаешь, подними вот так руку подними, вот так махни, скажи, да и хрен с ним, с этим плащом. Вам то же самое нужно сделать. Поднять вот так руку, выйти, когда выйдете из машины, поднимите руку, резко опустите и скажите, да и хрен с ним, с этим парнем. Я понимаю, что вы привыкли, это все тяжело, работали в отношениях 3 года, я все прекрасно понимаю. Но Вселенная вам реально все только что объяснила. Вот у вас есть новая, начинается жизнь, пускай не на родине, пускай за границей, но если, соответственно, человек с вами не поехал, значит, вероятнее всего, он, наверное, для него вы не такую уж ценную какую-то
ценность в жизни какую-то имели. Короче, не расстраивайтесь, все вас будет ждать лучше, чем было. Это правда. Я вот прям вижу, я всегда вижу. Вы знаете, таксисты же все еще и невероятные астрологи-психологи, да? Это, конечно, ирония, но в целом мы же много здесь людей перевозим. Ну, представляете, да, у меня там в день 15-20 человек сидит в этом автомобиле. Со многими я общаюсь. И я кое-что, так скажем, в людях понимаю. Так вот, я прям... Несмотря на то, что у нас началось все немного с негативной нотки, но вы, я смотрю, уже подрастаяли, как снег. Ну, да. Как снег. Я очень не хочу, чтобы вы болели. И я, правда, искренне хочу, чтобы у вас все было хорошо. Тем более, что у вас все еще только начинается. Ладно бы, если бы вы отсюда уезжали, если бы ваш муж, от которого у вас 5 детей, и целый альбом фотографий с майских шашлыков, и вы не могли бы перевести этих детей и этот антиквариат туда, в Париж, тогда я понимаю, это была бы проблема. А так как вас, в принципе, держат только романтические воспоминания о 3 лет совместных с этим королем пельменей, то я думаю, что вам нужно просто расслабиться, вот, и понять, что да, поначалу будет это как с больным зубом. Вырывать же его больно, да, но потом-то все равно будет легче. Также и здесь. Я не знаю, похож ли на больной зуб вы уже теперь, видимо, бывший молодой человек. Но вы же не верите, наверное, да, в отношения на расстоянии? Конечно, нет, ерунда. Да. Вот это вот все. Муж дальнобойщик, капитан дальнего плавания, да? По 11 месяцев его в году нет, потом месяц, типа, мы любим друг друга. Ну, такого уже не бывает, да? Согласен. У нас 3 минутки осталось, и я надеюсь, что мои слова, ну, пускай не как таблетка от головы, но как подорожник при царапине вам поможет питать всю негативную энергию и распространить внутри себя позитивную. Я знаю, что много говорю, и я пытаюсь заговорить вашу душевную боль по этому вопросу. Надеюсь, что у меня получилось. Сейчас я поверну и во дворик, и мы все приехали. Да. Ну, все будет хорошо. Возможно, даже вы направили меня в нужное русло, так скажем. Так нет, я уверен в вас, что все будет просто прекрасно. Вы сейчас в это не верите, но спустя совсем немного времени вы в этом убедитесь, не просто поверите, а вы в этом убедитесь. Это я вам честно скажу. Все, мы приехали, у вас, по-моему, безнал. Да, у вас безнал. Так, да. А все, это чё? вам? Ой, а что-то вы... Возьмите. Да не, ну тут реально... Я завтра уезжаю, я не нуждаюсь в деньгах. А как ты не нуждаетесь? У меня будет другая валюта, другие деньги. Так что возьмите, спасибо вам огромное. Точно? Да, правда. Приятно было с вами очень познакомиться. Спасибо вам большое. Ну, блин, это прям, ну, хорошо, спасибо. Все, вам спасибо. Счастливо. Удачи. И вам тоже. Не грустите, все будет хорошо. Да, постараюсь. До свидания. Нихуя себе я поработал психологом. 500, 700, 800, 900, 1000. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2000. 2318 рублей. 2318 рублей. Ну, Яндекс заберет свою комиссию, но я в целом-то ни хера себе в плюсе, друзья мои. Вы знаете, вот в такие моменты приятно, что тебе не говорят, что ты таксист, говно, обслуживающий персонал, вези меня, извозчик. А когда прям, знаешь, ты помогаешь хоть чем-то людям, и вот она, плата. То есть это то, о чем я говорил. Вселенная все видит, кому что надо. Вот оно что, Михалыч. Вот оно что. Всем дает по запросу, как говорится. Даже если этот запрос вами не сформулированный, не озвучен, Вселенная все равно понимает, что вам надо. Мне вот деньги нужны и молодых девушек. Ну, девушка такая, кстати, да?
Я бы был ее парнем, я бы не раздумывая, не знаю, как она по характеру, но судя по тому, что быстро оттаяла, вроде бы нормально. Я бы, если бы был ее парнем, сам бы в чемодан сложился бы и сказал: все, забирай меня, давай, поехали. А он что-то еще сиськи мнет. Видимо, пельмени переел. Хотя я пельмени люблю, не знаю. Вообще помогать должны. Да. А мы с тобой не пара, не пара. Вот такая у нас запара. Вроде какая-то такая песня была. Да и хер с ним. Уверен, что на девочку во Франции будет такой спрос, что она охренеет просто от всего происходящего. Щедрый я на комплименты. Ну, конечно же, я же алчный таксист, который за сотку мать родную продаст, как многие считают. Бабки! Бабки, куш! Все шикарно. Я поехал работать дальше. Денек аж прямо. Сил прибавилось. Чувствую себе потенциал. Ладно. А вы пишите, девочка. Ничего, кстати. Кто хочет во Францию, пишите. Кто хочет во Францию, пишите. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.